Братишки и сестренки, друзья и зрители моего канала, продолжаем рубрику «Записки торгаша». На этот раз узнаем о заработке на черном рынке, который принесет нам огромную прибыль. Рассмотрим не только азы, но и варианты возможного заработка на черном рынке. Данный метод сопряжен с риском, ведь нам нужно будет перевозиться по красным локациям, а в одном из методов заработка и по черным. Ролик разделю условно на 4 части: знакомство с черным рынком и заработки на нем для новичков. Конечно же, с перевозками в сам город Корлеон. Заработок на перекупке, а также заработок для соло-игроков и игроков в крупных гильдиях и альянсах. В качестве бонуса покажу полезные дискорд-каналы и вкратце опишу их пользу, без рекламы. Но для скептиков да, мне заплатили 100 тысяч миллионов нанайских тугриков, завидуйте. Для вашего удобства сделаны тайм-коды. Также в описании вы найдете ссылки на полезные дискорд-каналы, что с этим могут быть связаны, о которых я говорил. Всем позитивного времени суток, вы на канале Wolflove, устраивайтесь поудобнее и мы начинаем. Черный рынок находится в городе Корлеон, что в центре королевского континента. В самом городе он находится вот тут, как видно на скрине. Черный рынок, в дальнейшем сокращенно CR, это NPC рынок, что скупает у игроков экипировку и перераспределяет ее в виде добычи, лута, с монстров и сундуков в открытом мире, по своей сути служа источником снаряжения, что выпадает в игре. Тут все действует не так, как на рынках городов. К примеру, шлем солдата. В заказе на продажу указывается цена, за которую игрок хочет продать предмет игре. Цена на покупку – это цена, за которую игра готова выкупить предмет здесь и сейчас. И по мере того, как никто не продает данный предмет игре, она постоянно растет. Как только цена достигает той, что указали мы в своем заказе, она выкупает его у нас. Если, конечно, никто не поставил цену ниже, чем у нас на пару серебрушек. Как только предмет выкуплен, заказ пропадает и появляется новый, в котором цена на предмет стартует от 10 серебрушек, к примеру, и вновь постоянно растет, пока не достигает той, что у нас в лоте. Либо можно подойти и продать предмет сразу по той цене, что стоит сейчас, если она нас устраивает. Подробнее о механике и принципе в ролике для новичков по ссылочке в описании. В общих чертах принцип, думаю, понятен. Теперь о нюансах. Чтобы просмотреть ценовой спектр и статистику покупки, нам нужно иметь хотя бы один предмет любого тира в нашем инвентаре, что хотим посмотреть. После чего сможем просмотреть ценовую статистику закупок и продаж для всех тиров данного предмета. Просматривать лучше за 7 дней. Просмотреть стоимость всех видов зачарования для всех тиров и уровней качества выбранного вами предмета. Чер будет закупать у нас все виды оружия, предметов брони и инструментов. Он не закупает маунтов, элементы снаряжения собирателя, а также зелья и еду. Просмотреть запрос на покупку Чер можно сразу. Можно сортировать там предметы с низкого до высокого, а также цену от самой низкой до самой высокой, либо наоборот от самой высокой и до низкой. По продаже предметов я не буду приводить вам конкретные примеры, поскольку они сразу обвалятся в цене. Я вам дам пару подсказок и нюансов, а дальше просматривайте и ищите удобные для себя позиции. Для начала, как перепроверять цену. Когда выбрали предмет и увидели его ценовой сегмент, просто нажмите на иконку предмета и вы увидите его расчетку, то есть расчетную рыночную стоимость. Она не всегда точная и будет скакать, но в целом для общего сведения в самый раз. Касательно выбора товаров, сразу скажу, что весь собирательский инструмент мы будем продавать себе в минус либо 0 с небольшим профитом по паре позиций, но для серьезного заработка это не подходит, так что даже не заморачивайтесь. Артефактные предметы тоже не подходят. Они скупаются медленно и в не таких объемах, как простые, что крафтятся только из ресурсов. Какие предметы являются не артефактными, можно просмотреть в доске достижений, выбрав любое ношение и нажав на предмет, что там указан. Мы сможем просмотреть, какие ресурсы нужны для крафта предметов. Не артефактных и артефактных. Кристальные предметы и вовсе не закупаются ЧР. Касательно выбора позиций, я упрощаю себе поиск, разделяя все предметы на 4 тира. Субъективно у вас может быть и 10, лишь бы вам было удобно. Первый – артефактный. В основном смотрю только если хочу докачать мастерку крафта. Второй – метовые предметы на данный момент. Зачастую выгоднее продавать в городах королевского континента. Благодаря арсеналу можно просмотреть, какие билды и предметы сейчас наиболее востребованы. Третье. Не артефактные предметы. На них и делаю упор, за счет того, что Чер поглощает их как бездонная пропасть. Четвертое. ЗВЗ предметы. Часть из них выгоднее продавать в городах или смуглерах. Это убежище контрабандистов. Если вы только начинаете крафтить, то предложил бы вам обратить внимание на все леворучные предметы и создателей шапок и сапог всех видов. Поскольку из них нужно меньше всего ресурсов, то и выгоднее их начинать прокачивать. Особенно под фокусом. Но тут у каждого свое мнение и видение. Касательно плюсов Чер. Это настоящая мека для начинающих крафтеров.
Во-первых, все, что вы будете крафтить из неартефактных 3 позиций, будет уходить в плюс, что позволяет выгодно начать прокачивать мастерки даже без прем. А выкачав 3 неартефактные мастерки и саму профу создателя, в городах уже можно крафтить с бонусами и под фокусом. Во-вторых, рынок будет поглощать любое количество, что вы будете крафтить, в довольно короткие сроки, в зависимости от других рынков королевского континента, где помимо спроса вас будут еще и перебивать по цене. Да и конкурентов у вас будет заметно больше. В-третьих, некоторые артефактные предметы и не только можно крафтить и продавать на самом рынке города Корлеон, на котором также конкурентов меньше, а цены на товары выше. Станки для крафта заметно дешевле, цены на закупку журналов выше и еще довольно много мелких плюсиков. Из минусов: до города нужно доехать, ведь он находится в красных землях. Нужно немножко времени потратить на знакомство и обучение пользованием рынковым функционалом. Но профит от этого будет колоссален. Нужно потратить время на ознакомление с лотами, их стоимостью и востребованностью. Далее у каждого они могут быть свои. Для меня из минусов ЧР все. Кто хочет, может дополнить плюсы и минусы в комментариях. Как и говорил о полезных дискорд-каналах, все ссылочки в описании. Black Market – довольно большая площадка с более 10 тысячами участников. После прочтения правил позволит вам найти не только различные товары для покупки и продажи, но и самое главное найти объявления и договориться про оптовую закупку ресурсов для крафта по весьма выгодной цене. Еще и поторговаться, если вам не нужны какие-либо из предложенных продавцом товаров. Довольно удобный функционал и адекватная администрация. Также у ребят есть свой сайт, что упростит поиск и торговлю на черном рынке. Через Discord можно получить пробный доступ к сайту и заценить его функционал. Не знаю точно, сам не пользовался, так что точно не скажу что да как. Я больше по старинке, листок да карандаш. Albion Online Tools. Не только множество полезной информации по Альбиону в целом, но и возможность также закупить оптом огромное количество ресурсов, что выйдет даже дешевле закупки через рынок, благодаря отсутствию налога за размещение и налога на торговлю. Бонусом фермеры, садоводы и огородники, в общем, островные лендлорды Альбиона смогут найти себе покупателей на свою продукцию в промышленных масштабах. Довольно полезный канал, сам часто пользуюсь. Albion Online Community. Думаю, у многих есть огромный ресурс со всеми новостями Альбиона. Также можно найти, что продать и купить по самым различным направлениям. Посетить и посмотреть точно будет не лишним. И другие ссылочки на все полезные ресурсы в описании. Дополняйте список в комментариях, если есть что полезное для торгашей, собратьев-крафтеров и новых игроков. Я предпочитаю завозиться в Корлеон во время атаки бандитов, делая 3-5 ходок. Самый короткий путь теперь от каждого из городов, но по привычке буду упоминать Люм. Для перевозки используем латный сет из-за пассивок «Неумолимость», что увеличивает сопротивление контролю, тем самым снижает время эффектов контроля, что действует на нас и маунта. На голову берем шлем хранителя, либо солдата с блоком. На тело, по сути, любую латку с неумолимостью. Я беру хранителя из-за ауры. На ноги солдата с переменой или омолаживающей пробежкой. Пассивка неумолимость. В руки любой мобильный вид оружия. Луки, кровопускатели. Я беру шесты. Q колесо, только не заденьте противника, а то в гайку не пройдем. W оглушающий рывок, что увеличит скорость передвижения. E позволит прыгнуть на достаточное расстояние. Проделав все манипуляции, прожимаем бег сапог и спокойно убегаем. Плащ Форт Стерлинг, чтобы снять первый контроль, что на нас накладывается. Действует на маунт. Сэндвич 8 тира для живучести, либо омлет 7-2 для быстрого отката способностей. Зелье гиганта 7 тира, чтобы нас не замедляли и не подбрасывали. Работает только на 7 тире банки, 5 и 3 подбросит. Возможно, будет действовать на 7 в будущем. Я хз. Маунта используем с пассивкой на грузоподъемность, чтобы при спешивании мы не становились как вкопанный. Это олень 4 тира, лось 6 тира, оседланный вепрь 5 тира и элитный вепрь 8 тира. Каждый решает сам, как и на чем ему ехать. Мишек сложнее спешить, но там умельцы, что спешат даже мамонт. Выехав из города перед красными землями, проедаем пищу и погнали. Не забывайте смотреть по сторонам, беспечные игроки не живут долго в Альбионе. Не забываем смотреть на счетчик ПК, на локации, в правом нижнем углу экрана, либо на карте локаций. Как только увидели красные ники на краю карты, это стоячка, и скорее всего гнаться они за вами не будут. Их достаточно будет просто объехать. Спокойно добираемся до города, скидываем все привезенное на ЧР, после чего снимаем все с себя и тоже продаем. Закидываем маунта на рынок Корлеон и просто прыгаем через планировщика опять в Люм. Делая вторую ходку, по сути за час таких перевозок чистой прибыли можно сделать от 1,5 ляма и выше, в зависимости от подготовительных условий, о которых мы и поговорим, но после пары фраз о групповой перевозке. Часто от Люма возятся и крупные гильдии с альянсами, иногда можно возиться с ними под шумок.
Нет гарантии, что они же вас и не зальют в дальнейшем. Но первая перевозка с ними всегда прокатывает. И безопаснее пробежать с ними. Либо сами можете возиться со своей гильдией или КПшкой. В таком случае билды на усмотрение РЛ. Транспорт вепри 8 тира в основном. Такой вид перевозок позволяет возить больше и дороже лут, либо ресурсы. Ну и падение обойдется гораздо дороже. А вдруг тебе надоело играть в соло и хотелось бы попробовать весь спектр группового контента? Или возможно ты ищешь место, где можно найти надежную компанию для походов по авалонским голдплитам, зачисткам авалонских карт, получить опыт в СС, МС, ЗВЗ, осадах или защитах замков, конечно же с получением ценных наград. Тогда гильдия Енот самое то, где можно принять участие во всех возможных активностях. В качестве бонуса можно принять участие в осадах и защитах клаймов по желанию, где у каждого есть шанс стать частью эпического, доселе невиданного закулисья Альбиона, которое происходит каждый день вне поля твоего зрения и понимания. В гильдии Енот ты узнаешь не только закулисье мира Альбиона, но и узнаешь, как преодолевать пространственные аномалии и постигнешь пространственно-временной континуум. Таймера гильдии 12 и 14 по UTC. Все подробности в приемке. Ссылочка на Discord в описании. Ах да, чуть не забыл, в гильдии присутствует full компенс система The Guild таймера, что позволит тебе набраться опыта, не теряя свое серебро. Бонусом перевозки в Корлеон, ивенты и многое другое. Теперь по поводу крафта. Если решили прокачать мастерки создания предметов, то его можно условно разделить на 3 части. Крафт в самом городе Корлеон. Покупаем ресурсы в городе по заказу на покупку, что невыгодно. Покупаем через один из DS серверов, либо завозим сами, предварительно закупив все в городах или прикрафтив ресурс сами. Вариантов масса, какой вам по вкусу, тот и используем. Можно крафтить во время бонусов с активностей, можно и без них. Но обязательно берем книги. Это наше дополнительное серебро по 1000 плюс, начиная с книг 4 тира, на ровном месте. Подробней о крафте, бонусах городов и прочему в ролике по ссылочке в описании. Такой метод весьма прибыльный, если использовать его на леворучном оружии и сапогах с шапками. После крафта выставляем все на ЧР, а книги продаем на аукционе города. Я продаю сразу по заказам игроков. Второй вариант – крафтить предметы по городам, а затем завозить продукцию в люм и оттуда уже в карлик. Да, мы получим больше возврата ресурсов, но и лишних телодвижений будет больше. Как и затрат времени, стоит оно того или нет, каждый решает для себя сам. Третий вариант – убежка гильдии. Да, нам нужно будет поехать в убежку в черных землях, перекрафтиться там, после чего вернуться в порталку города, а затем перевести все в люм и уже оттуда в карлик. Движений больше, но и бонус к возврату без затрат фокусировки весьма заманчив. По сути, благодаря активной и крупной гильдии можно сделать x2 на одном и том же количестве ресурсов. Но и опасней, как вы понимаете. Хотя с тем, как сейчас упал онлайн, то ночью утром шанс нарваться на крупную ганг-пачку не так и велик, а с тем, что вы видите сколько игроков на локации, и вовсе казуальная прогулка. Профит же просто безумный. Бонус возврата будет зависеть от уровня убежки вашей гильдии. Чем выше уровень, тем больше возврат. По сути, о крафте, думаю, все и так понятно. И напоследок берем тему перекупки, где нам и вовсе крафтить не нужно будет. На всякий случай, моя слава за крафтинг, вдруг кому важно и нужно. Перекупка. Самый имбовый и чиловый способ заработка, связанный с ЧР. Нам только и нужно, что ставить заказы на покупки различных предметов 3-го тира. Конечно же, в приоритете те позиции, что продаются по 11 серебрушек в разных городах. К примеру, священный посох в Мартлоке и кожаная куртка в Люмхурст. Закупаем как можно больше. Плюс я еще и закупаю весь товар, что ниже 400 серебра с рынков городов перед перевозкой. В итоге у нас получилась закупка кожаных курток с рынков города в количестве 234 штук, обошлась в 35 811 серебра, плюс то, что закупилось по заказу. Итого 263 куртки стоимостью в 36 130 серебра. Мелочь, даже для новичка. Сами предметы легкие и завозятся на соло в олене в легкую, особенно с учетом переделки королевского континента и доступности ЧР от каждого из городов. Как только добрались до Корлеон, подходим к ЧР и тут же продаем часть курток по заказу с рынка, получив 59 307 к серебра, сразу выйдя в ноль и уже заработав более 20 тысяч серебра. Остальное выставляем по заказу, заработав на ровном месте более 600 тысяч серебра. И это только одни лишь кожаные куртки обычного качества. Выше качество, выше цена. Священные посохи и другое оружие, закупленное по 10 серебра плюс-минус, просто делает прибыль, что исчисляется миллионами. Но итоговое решение всегда принимаете лишь вы, братишки и сестренки. Я лишь показал возможные варианты хорошего заработка в данной активности и виде контента.
Пишите свои вопросы, предложения и дополнения в комментариях. А можем там с вами, как всегда, просто пообщаться или что-то обсудить. К примеру, какими дополнительными ресурсами и способами зарабатываете вы, промышляя на черном рынке? Как всегда, отвечаю на все комментарии. Оценивать же данную работу своим все продвигающим лайком или нет, решать только вам, как и подписка на канал. Приятной нам игры и только позитива в процессе. Всех братишек и сестренок по-братски обнял и приподнял. До новых встреч!